Хорхе Букай, известный аргентинский психотерапевт и автор книг по популярной психологии. Если ты попал в тупик, не будь идиотом, выйди там, где вошел. Люди часто жалуются на то, что их не любят, а настоящая проблема в том, что это они не умеют любить. Магия имеет силу, пока есть желание. Счастье – это уверенность в том, что ты на верном пути. Ничто не придает столько силы уверенности, как желание. Влюбиться – значит любить совпадение, любить – влюбиться в различие. Мы стараемся загнать боль в самый дальний уголок души, мы стараемся не ощущать нужды в заботе и любви, потому что подобная тактика уменьшает боль. Не всегда первым приходит самый быстрый, не всегда битву выигрывает самый сильный, потому что случаи и удача приходят ко всем людям. Влюбленность – та нить, которая соединяет нас с состоянием счастья, потому что есть другой человек, который нам очень дорог. Если для того, чтобы быть с любимым человеком, нужно отказаться от самого себя, отношения обречены. Просто найти спутника жизни недостаточно. Необходимо, чтобы этот человек нас эмоционально подпитывал, помогал эффективно развиваться. Семья – это трамплин, с которого ребенок прыгает во взрослую жизнь. Если трамплин сломан, прыгая с него, можно свернуть шею. Принять не означает покориться, понять не значит во всем быть согласным, а простить не предполагает забыть. Искатель – это тот, кто ищет. Не обязательно тот, кто находит. Это также и не тот, кто обязательно знает, что именно он ищет. Это всего лишь тот, для кого собственная жизнь – это поиск. Искатель – это тот, кто ищет. Не обязательно тот, кто находит. Это также и не тот, кто обязательно знает, что именно он ищет. Это всего лишь тот, для кого собственная жизнь – это поиск. Чувство вины – это намордник, который надевают только на тех, кто не кусается. Любить – это значит бескорыстно создавать условия для того, чтобы другой был тем, кем он есть. Удача плюс талант равно результативное действие. Чтобы являться действительно ценным человеком, надо быть только тем, кто ты есть, и больше никем. Если человеку приходится много беседовать с другими, со временем он начинает говорить по-настоящему убедительно. Но это не значит, что он прав.
Гордиться собой не значит заливать другим о собственной важности, а говорить это самому себе шепотом. Когда любишь, тебя волнует счастье другого, не больше и не меньше. Счастье, которое заполняет тело и душу, только крепнет, когда мы принимаем любимого человека, не желая его изменить. Мы уязвимые, но не слабые. Многие не понимают разницы. Лишь находясь в ладу с тем, что внутри себя, можно справиться со сложными ситуациями. Разнообразие манит, но ранит, мы ищем его, но не можем вынести интенсивности перемен. Мы можем прожить жизнь так, как будто мы – машинисты поезда метро, точно зная, куда мы движемся и каков наш путь, или как серфингист, следуя за волной. Встать на путь диалога гораздо более эффективно и разумно, чем пытаться доказывать, каким эгоистичным или отзывчивым может быть каждый. Как правило, в большинстве случаев предъявление обвинений ни к чему не приводит, а в остальных разрушает отношения навсегда. Судьба всегда обходит стороной тех, кто по той или иной причине перестает или почти перестает заниматься своим любимым делом. Действительность становится гораздо привлекательней, если мы решим наслаждаться ей в меру наших возможностей, вместо того, чтобы переживать из-за того, что наши иллюзии и мечты не сбываются. Когда завершается период влюбленности, постепенно проявляются и самые худшие наши черты, которые мы также проецируем на партнера. Если я не научусь отпускать то, что ушло навсегда, в моей жизни не появится ничего нового. Стать хозяином своей судьбы можно, только научившись называть вещи своими именами. До тех пор, пока мы цепляемся за свою старую оболочку, то любить и быть любимыми – практически невыполнимая задача. Любые трудности ценны, потому что, преодолев все препятствия, мы перестаем быть прежними, мы выросли, мы лучше осознаем и ощущаем свою жизнь, она становится более полной. Я не тот, кем хотел бы быть. Я не тот, кем мне следовало бы быть. Я не тот, кем бы моя мама хотела, чтобы я был. Я даже не тот, кем был. Я тот, кто я есть. Хорхе Букай. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.